Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей, чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале «Про нас», ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Двадцатиоднолетняя Алиша Бромфилд была целеустремленной выпускницей католической академии Джолиат и училась в университете Западного Иллинойса. Ей оставался всего один семестр до получения степени в области судебной психологии и уголовного правосудия. Девушка была на 6-м месяце беременности от парня, который учился вместе с ней в университете. Как только молодой человек узнал о ее беременности, он тут же бросил Алишу. Несмотря на то, что девушке предстояло стать матерью-одиночкой, она не унывала. Наоборот, студентка с радостью ждала появления на свет девочки, которую уже назвала Авой Люсиль. Алиша покупала детскую одежду и другие вещи, которые потребуются для ухода за малышом, и надеялась сохранить свою работу флористом в садовом центре Home Depot. Однако летом 2012 года жизнь молодой женщины жестоко оборвал ее начальник, 36-летний Брайан Купер. Брайан был руководителем Алиши, они проработали вместе около 5 лет. Мужчина был региональным менеджером в сети садовых центров Home Depot в Северном Иллинойсе. Он следил за работой Бромфилд, составлял график смен, ставил задачи, которые необходимо выполнить в течение дня. Между начальником и подчиненной не было романтических отношений, но иногда они встречались и вне работы. Также время от времени Алиша выгуливала по просьбе Брайана его собаку. Девушка хорошо справлялась со своей работой и очень ценила ее, ведь ей предстояло в одиночку обеспечивать своего будущего ребенка. Однако обстановка, которая царила в офисе, была далека от нормальной. Начальник Алиши был жесток с девушкой как на работе, так и за ее пределами. Известно, что он оскорблял Бромфилд перед коллегами и клиентами, а иногда бросался предметами. Друзья и родственники девушки, знавшие об этих случаях, уверены, что Алиша оставалась в Home Depot и терпела все выходки своего босса только по причине того, что не хотела терять работу. Купер часто заставлял девушку делать что-то, угрожая уволить ее или сократить рабочие часы, если она не подчинится. Купер неоднократно заявлял коллегам, что Бромфилд его девушка, но та каждый раз опровергала его слова. По данным нескольких источников, Алиша обращалась к вышестоящему руководству. Она сообщала об абсолютно непрофессиональном поведении своего начальника, однако никаких серьезных мер предпринято не было. Так, первый конфликт руководство решило тем, что просто отправило Купера домой пораньше. В другой раз от Брайана потребовали, чтобы он обратился к психологу, но не проконтролировали выполнение своей просьбы. На Купера поступали жалобы и ранее. Недавняя выпускница средней школы Джессика, которая уволилась после того, как Купер начал называть ее своей девушкой, также была напугана поведением мужчины. Она сообщила, что он неоднократно описывал ей свои гениталии и терся о нее. Однако поданный сигнал о проблеме с начальством руководство компании проигнорировало. Когда Джессика уволилась, Купер переключился на Алишу. Брайан начал все больше и больше пытаться контролировать ее вне работы, говорил один из сотрудников. Если Алиша собиралась пойти на обед в компании мужчины, Брайан мог отказать ей в перерыве. Однажды, когда она попросила выходной, он назвал ее шлюхой. В августе 2012 года Купер настойчиво предлагал Алише посетить вместе с ним свадьбу его сестры. Он угрожал уволить девушку, если та откажется. Он хотел, чтобы они приехали туда вместе, как пара. Напуганная мыслью о потере работы, Алиша согласилась. Мать девушки, Шерри Аничич,
знала, как Купер обращается с ее дочерью, и умоляла не отправляться в эту поездку. Однако студентка ответила, что у нее нет выбора. Чтобы успокоить мать, Алиша сказала, что ясно дала понять Куперу, что они едут как друзья и вернутся на следующее утро обратно. «Я думаю, она очень боялась потерять работу», – рассказала Шерри True Crime Daily. «У нее скоро должен был родиться ребенок, а эта компания предоставляла оплачиваемый отпуск зимой». Алиша рассказала матери, что свадебная вечеринка будет проходить в отеле Сент-Бэй Резорт в округе Дор, штат Висконсин. Женщину несколько успокаивала мысль, что дочь будет находиться не наедине с начальником, а в обществе множества гостей, приехавших на церемонию. Однако Шерри не могла себе представить, что ждет Алишу. 17 августа 2012 года Купер и Алиша уехали в округ Дор, расположенный примерно в 4 часах езды от места их проживания в Плейнфилде, штат Иллинойс. Когда пара добралась до пункта назначения, девушка отправила матери сообщение, где говорилось, что они поругались и возвращаются домой. Причина ссоры заключалась в том, что Купер солгал. Все приглашенные гости остановились в другом отеле, а не в том, куда ее привез начальник. Пару часов спустя Алиша отправила еще одно сообщение, где сказала, что решила остаться. Однако провести остаток дня спокойно ей не удалось. Купер преследовал девушку и домогался до нее. В конце концов, она решила, что уже многого натерпелась. Алиша сообщила боссу, что останется, чтобы посмотреть на церемонию, но когда вернутся домой, они перестанут быть друзьями. Мужчину эти слова возмутили. Позже в разговоре с полицией он сообщил, что именно в тот момент у него появились мысли о том, чтобы причинить Бромфилд боль. Свадебная вечеринка продолжалась, и по мере того, как протекал вечер, Купер все больше напивался, а ярость его росла. Согласно данным True Case Files, Брайан и Алиша вернулись в свой гостиничный номер и легли каждый в свою кровать. Мужчина не хотел засыпать. Он продолжал разговаривать с ней, предлагая поехать с ним в кино на следующий день. Алиша отказалась и напомнила, что с завтрашнего дня никаких дружеских отношений между ними не будет. Эти слова вывели Купера из равновесия. Он напал на лежащую в кровати девушку. Борясь за свою жизнь, Алиша кричала: «Подумай о ребенке!». Однако обезумевший от гнева мужчина стащил девушку на пол и задушил ее. Через несколько часов после убийства Брайан появился на заправочной станции. Он попросил у кассира разрешения позвонить, набрал номер полиции и признался в преступлении. Разговор с диспетчером звучал так: «Вы знаете, кто убил ее?» «Да». «Это сделали вы?» «Да». «Понятно, это был несчастный случай, или вы разозлились, или я сделал это намеренно?» «Вы сделали это намеренно? Понятно. Что же вы правильно сделали, позвонив нам? Я хороший человек, если не считать того, что сделал вчера вечером. Семья Алиши будет уничтожена этим известием. Все будет уничтожено». Полиция отреагировала незамедлительно. Офицеры приехали и арестовали Купера. Следователю округа Дор Марку Винкелю было поручено отправиться на место, где было найдено тело Алиши. «Когда я приехал и открыл дверь в комнату, то увидел мертвую женщину 20 с небольшим лет», – рассказал Винкель. Она лежала на полу. Девушка была обнажена, но тело было прикрыто одеялом до груди. Девушка лежала на подушке, она явно была мертва, но казалось, что она просто легла отдохнуть. При внимательном осмотре тела можно было заметить травмы, синяки и царапины. Винкель покинул место преступления и вернулся в полицейский участок, чтобы допросить Брайана. Тот был готов рассказать ужасные подробности того, что он совершил. «Откуда вы знаете Алишу?» «Мы коллеги и, можно сказать, встречаемся». «Встречались. И она беременна». «Она беременна от вас?» «Нет». «Понятно. Мне всегда хотелось большего с ней, но пока она была беременна, я не переходил черту». Брайан сообщил Винкелю, что они поссорились в день убийства, и Алиша решительно сказала, что больше не намерена поддерживать с ним дружеские отношения. По словам Купера, когда они вернулись в номер, Алиша почти сразу легла спать и уснула. Сам мужчина же начал думать о том, что она говорила ему в тот день. Он ходил по гостиничному номеру, выходил на улицу, чтобы покурить, затем возвращался обратно.
Он начал злиться, его агрессия росла. Сначала он подумывал о том, чтобы связать девушке ноги проводом от компьютера или мобильного телефона. Алиша проснулась, и Брайан спросил ее, могут ли они вместе посмотреть фильм в воскресенье. Девушка отказалась, и Купер в ярости прыгнул на нее. Потом я просто запрыгнул на ее кровать. Понятно, она лежала на спине? Да, я запрыгнул на нее, она испугалась, и я тоже испугался. Значит, вы были на ней, и вы как бы оседлали ее, верно? Да, потом я просто начал ее душить. Согласно заявлениям Брайана в полиции, Алиша начала плакать и умолять его не причинять вред ей и ее ребенку. Однако мужчина оставался глух к ее просьбам и продолжал сжимать руки, пока девушка не умерла. Но Куперу было недостаточно просто убить жертву. После этого он надругался над бездыханным телом своей коллеги. Купер признался следователям, что хотел увидеть, как она выглядела обнаженной. Затем, шокировав даже опытных детективов, сообщил, что снял с тела Алиши одежду и изнасиловал труп. «Вы занимались с ней сексом прошлой ночью?» «Да, после того, как задушил ее». «Итак, после того, как она умерла, вы сняли с нее одежду, и тогда она оказалась на полу, правильно?» «Да, думаю, я просто хотел посмотреть на нее голую». «Ясно, а потом вы сами разделись или...» «Я снял лишь штаны». «Как долго вы занимались с ней сексом?» «Наверное, минуту или 2, максимум 3». Куперу было предъявлено обвинение по 2 пунктам – в убийстве 1-й степени и сексуальном насилии над трупом 3-й степени. Его поместили в тюрьму и сфотографировали травмы на теле. При обыске у Брайана были обнаружены видео, на которых запечатлена Алиша. Оказалось, что мужчина некоторое время подсматривал за девушкой. Он установил мини-шпионскую камеру на мусорном баке в ванной в их номере отеля. Оборудование снимало Алишу, когда та принимала душ. Болезненная одержимость девушкой была так сильна, что Купер пошел еще дальше. Он просверлил отверстие в стене, соединяющей спальню с ванной, чтобы подглядывать за Алишей, когда она сидела на унитазе. Несмотря на ужасные преступления, совершенные Купером, и подробные признательные показания в полиции, в суде мужчина заявил о своей невиновности. Его защита строилась на том, что он был слишком пьян, чтобы иметь осознанное намерение совершить убийство. Поразительно, но тактика сработала. 10 присяжных признали его виновным, но 2 отказались сделать это. Я была настолько потрясена, что вышла из зала суда, как только огласили вердикт. Еще больше меня шокировало, что этими 2 присяжными оказались женщины, рассказывала Шерри изданию True Crime Daily. Женщины заявили, что считают его невиновным, поскольку он был в состоянии алкогольного опьянения, и это после того, как они видели все доказательства. Купер был признан виновным в сексуальном насилии 3-й степени, но все опасались, что он не будет привлечен к ответственности по 2 обвинениям в убийстве 1-й степени. На то, чтобы начать 2-й судебный процесс, потребовался почти год. И снова Купер использовал в качестве оправдания своих действий опьянения. Матери и другим членам семьи Алиши пришлось переживать все 2-й раз. Смотреть на убийцу, выслушивать его аргументы, переживать подробное описание ночи убийства. На суде были представлены результаты осмотра тела жертвы судмедэкспертом. В документах отмечалось, что помимо других травм, у Алиши имелись переломы костей, ушибы и гематомы. Купер во время своего выступления прочитал письменное заявление и 2 написанных им стихотворения. По его словам, им с Алишей нравилось вместе обедать, ездить на работу, бывать на природе, смотреть шоу 24 и гулять с собакой Брайана. Мы оба дорожили проведенным вместе временем не только из-за нашей преданности своей работе, но и потому, что мы наслаждались обществом друг друга. Она благодарила меня за всю поддержку, которую я оказывал ей, заключил подсудимый. Переходя к событиям роковой ночи, мужчина рассказал, что ему чрезвычайно трудно понять, как произошло столь ужасное преступление. Наряду со всем раскаянием, сожалением и стыдом, которые каждый день текут по моим венам, я пришел к выводу, что у меня действительно нет слов, коими бы я мог выразить, насколько мне жаль, что такая трагедия все же произошла, произнес он дрожащим голосом.
Ни на секунду не было никакого намерения или плана так поступить. Своими последующими действиями я докажу, что испытываю к этим обеим прекрасным девочкам только любовь. На этот раз совещание присяжных продлилось недолго. Всего 2 часа потребовалось, чтобы они единогласно вынесли приговор. Купер виновен по 2 пунктам обвинения в умышленном убийстве 1-й степени. За лишение жизни Алиши и ее нерожденной дочери Брайана приговорили к 2 пожизненным срокам подряд. Прежде чем огласить вердикт, судья Д. Тодд Эллерс произнес: «Последний вопрос о вашем характере, мистер Купер. Я только что услышал ваше заявление, я слышал, как вы читаете свои стихи, но я не услышал извинений перед семьей Алиши и Авы. Это беспокоит меня, это плохо говорит о вас, сэр». Также судья добавил: «Исходя из ваших показаний во время первого процесса и сейчас я понял, что последнее, что увидела Алиша Бромфилд, это вас, сидящего на ней верхом и душащего ее. Она смотрела вам в глаза, и от этого у меня бегут мурашки по коже, от осознания, что это последнее, что она видела». Пережив 2 изнурительных судебных процесса, мать Алиши, Шерри Аничич, поклялась, что сделает все, чтобы другим родителям не пришлось столкнуться с теми испытаниями, которые выпали ей. Шерри справилась со всеполагающим чувством вины и гневом. Она пыталась понять, могла ли сделать больше, чтобы спасти жизни дочери и будущей внучки. Зная, что гнев может уничтожить ее, если она не отпустит эту ситуацию, Шерри решила, что нужно заменить негативные эмоции на позитивные. Она решила сосредоточиться на любви, которую испытывает к своим погибшим девочкам. Мать Алиши Бромфилд безуспешно пыталась привлечь Home Depot к ответственности за неспособность компании заставить Купера не выходить за рамки рабочих отношений или уволить его за сексуальные домогательства, пока ее дочь еще была жива. Окружной суд Чикаго отклонил поданный ею иск, мотивируя это тем, что компания не может нести ответственность за смерть Бромфилд. Судьи поддержали аргумент Home Depot, что ритейлер не обязан увольнять или понижать в должности сотрудников из-за их ненормальной лексики или сексуальных домогательств. Также юристы, нанятые компанией, обращали внимание на то, что Купер не использовал помещение или имущество Home Depot, когда совершал убийство. Вскоре решение было отменено. Рассматривающий дело судья отметил: любой, кто видел Купера, кидающегося предметами в садомом центре или на парковке, выкрикивающего непристойности, легко мог сделать вывод, что мужчина либо опасен, так как потерял над собой контроль, либо пытается запугать Алишу. Судья опроверг и доводы компании. Да, Купера не было в помещении, принадлежавшем Home Depot, и он не использовал их движимое имущество, когда совершал преступление. Однако он воспользовался кое-чем еще, что ему дали обвиняемые. Властью над Алишей. Он угрожал, что если она не поедет с ним на свадьбу его сестры, то он сократит ее рабочие часы или уволит. Он мог сделать это только потому, что обвиняемые назначили его начальником Алиши. Апелляционный суд вернул дело в районный на рассмотрение присяжных. В документах по делу рассказывалось о том, как менялось поведение Купера. От личных неуместных комментариев и прикосновений к девушке, постоянного преследования, до публичных вспышек ярости, словесных оскорблений и физического запугивания. Рассмотрев эти доказательства, разумные присяжные могли бы легко прийти к выводу, что работодатели могли и должны были предвидеть, что Купер в итоге сделает еще один шаг в сторону насилия. Когда проходил судебный процесс над Купером, судья сказал Шерри и ее семье, что им нельзя носить на заседании ничего с изображением Алиши. В ответ на это Шерри надела фиолетовое платье. Этот цвет был любимым у ее дочери. Вскоре в фиолетовую одежду стали одеваться все друзья и родственники убитой девушки. Так родилась идея фиолетового проекта. Цель организации – сохранить воспоминания об Алише и Аве, даря любовь и надежду нуждающимся в этом людям. Проект оказывает финансовую и эмоциональную поддержку молодым матерям-одиночкам, а также консультирует людей, потерявших своих детей в результате убийства. Трудно поверить, но Шерри объединилась с Келли Страйкер, сестрой Купера, чтобы вместе помогать людям. Келли – социальный работник, специализирующийся на психическом здоровье, помощи при жестоком обращении с детьми и домашнем насилии. Спустя некоторое время после суда Страйкер позвонила Шерри, не зная, как та отреагирует.
«Сначала я держалась холодно», – сказала Шерри, но потом решила открыть свое сердце. Келли говорит, что проект Шерри тронул ее, и стремление женщины сохранить память о своей дочери стало источником вдохновения для Страйкер. «Я благодарна, что она дала мне шанс присутствовать в ее жизни», – говорила сестра Купера. Память об Алише и Аве живет благодаря огромному сердцу Шерри, ее самоотверженной работе и тем, кто присоединился к ней в стремлении помочь другим. Дорогие гости и подписчики канала, как вы думаете, виновато ли руководство Home Depot, к которому обращалась Алиша, в том, что произошло? Если бы Брайана перевели в другой филиал или уволили, то оставил бы он девушку в покое? Своим мнением на этот счет делитесь в комментариях, но перед этим подпишитесь на канал и поставьте лайк, чтобы не упустить новые ролики. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока!